Жила-была королева. 31 декабря – это канун Нового года. Была большая метель. Если у тебя будут проблемы, ты можешь взять это кольцо и бросить его на землю. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я расскажу вам сказку. И эта сказка называется «12 месяцев». Ее написал Маршак, известный русский писатель, и по ней был снят фильм и также мультфильм советский. Я думаю, это очень хорошая сказка для новогоднего настроения, и я думаю, что она вам обязательно понравится. Если вам нравятся такие сказки, то для вас у меня есть уникальное предложение. До 31 декабря я даю скидку в 30% для всех людей, которые хотят зарегистрироваться на мой групповой класс. Там мы проходим разные истории, это очень весело, мы делаем это вместе, и да, успевайте, это очень редко я делаю такую большую скидку. Переходите по ссылке в описании или вот там вверху. Ну что, вы готовы? Поехали! Жила-была королева. Это была очень маленькая королева, она была еще девочка. И она жила в большом замке, да? Замок — это место, где живут обычно короли, королевы, да? Замок. Вот. Да, и эта королева, маленькая девочка. И все слушали эту королеву, потому что она была королева. Также у королевы был профессор, который учил ее математике, он учил ее арифметике, учил ее письму, географии, многим разным предметам. И вот однажды, в канун Нового года, да, мы говорим канун Нового года. То есть 31 декабря это канун Нового года. То есть в канун Нового года они проходили урок о месяцах. Они говорили, что в январе у нас зима, холодно, в феврале у нас тоже холодно, в марте появляются первые птички, а в апреле из-под снега появляются подснежники. Да, подснежники — это вот эти цветы. И тогда королева сказала: «Ой, я хочу подснежники сейчас». Но профессор сказал: «Это невозможно, сейчас не может быть подснежников». Но королева, она была очень такая капризная. Да, капризная. То есть, когда она чего-то хотела, она хотела, чтобы это делали сейчас. «Я хочу сейчас подснежники!» И тогда королева написала королевский указ. Вот. И что это значит? Это значит, что она вышла, точнее не она, а другие люди вышли на улицу и зачитали этот указ для всех людей, и все его слушали. Указ был такой: кто принесет полную корзину, да, это корзина, подснежников, за это он получит полную корзину золота. Да, и нужно было сделать это именно сейчас, до 1 января. Вот, такой подарок для нее. Да, значит, я как сказал, корзина. Да, вот, это у нас корзина с золотом, а это подснежники. То есть, кто принесет корзину с подснежниками, получит корзину золота. Такое было вознаграждение. Такое сложное слово. Вознаграждение. Да, вознаграждение. Вот. Да, и, конечно, об этом услышало много разных людей, включая одну женщину и ее дочь.
ее мы называем мачеха. Злая мачеха. То есть у нас есть мама, да, а есть мачеха. Мачеха — это не родная мама. То есть если у нас была мама, папа, потом мама ушла или мама умерла, и папа взял новую жену, то ее мы называем мачеха. И вот была мачеха, была ее дочь, и они прочитали об этом указе, и они подумали: ох, вот бы сейчас набрать этих подснежников и дать этой королеве, тогда мы будем очень богатые, у нас будет очень много золота. Так они подумали. Вот, да. И, конечно, у них была падчерица. Да, падчерица — это девочка, которая, ну, вот есть мачеха, да, а есть падчерица. То есть это не родная дочь. Вот, и эта падчерица, она очень работящая. Она была в лесу, она собирала хворост, чтобы делать тепло дома, да, чтобы разжигать огонь. И когда она вернулась, то мачеха сказала ей: «Ты давай долго дома не сиди, иди в лес и ищи подснежники». Да, вот эти подснежники. Но она сказала: «Сейчас декабрь, какие подснежники? Давай иди сейчас и находи подснежники». И ей пришлось это делать, нет другого выхода. Она пошла в лес, а в лесу была метель, да? Мы говорим метель, вот. Это когда сильный снег и сильный ветер. Была большая метель. И эта бедная девочка, падчерица, она идет по лесу и не знает, куда идти. И вот она случайно пришла к какому-то месту, где был костер, да, это костер. И вокруг этого костра, стояло 12 мужчин. И все эти мужчины, они были волшебники. Да, волшебники, как Гарри Поттер, он тоже волшебник. Вот. И эти волшебники, каждый из них, они, как сказать, представляли один месяц в году. То есть здесь был январь, был февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Да, ну, еще 2. Я не знаю, кто они. Вот. И тогда, конечно, они поговорили, она рассказала им о своей проблеме, и тогда декабрь и январь, они сказали: «Хорошо, я уступлю место апрелю». Вот, и апрель, он пришел и быстренько сделал подснежники, то есть все стало тепло на короткое время. Эта девочка быстро собрала подснежники в корзину, вот, поблагодарила их, а Апрелю эта девочка очень понравилась, брату Апрелю, и за это он подарил ей свое кольцо, волшебное кольцо. И он сказал ей: «Если у тебя будут проблемы, ты можешь взять это кольцо и бросить его на землю и сказать волшебные слова. И тогда мы все 12 месяцев сразу к тебе придем и поможем». Она сказала: «Спасибо вам большое», да? Она взяла это кольцо и пошла до дому. Она пришла домой и принесла подснежники. И она очень устала, ей было очень тяжело. Вот, и она легла спать. В это время мачеха и ее дочь, они взяли эту корзину с подснежниками и тоже посмотрели на кольцо. Очень красивое кольцо, интересно. Но они не стали его брать. Они оставили ей это кольцо. Да, кольцо было с ней. Они просто посмотрели на него. Вот. И они пошли к королеве. Они отдали ей корзину с подснежниками, и королева была очень рада. Она сказала: «Боже мой, какое счастье, спасибо вам». И она приказала ее слугам, да, слуга. Да, слуга — это тот, кто работает на большого хозяина, да, на королеву, у нее много-много слуг.
вот, дать им корзину полную золота. И так и сделали. Они были очень рады, и они тоже начали говорить, что они были в этом месте, они видели это красивое поле, где были подснежники, ягоды, грибы, все такое. Хотя их там не было. В общем, они придумывают, неправду говорят. Тогда сказала королева: хорошо, теперь вы меня поведете туда. И тогда они сразу извинились и сказали: прости нас, королева, нас там не было, там была наша падчерица, да. И тогда она сказала: хорошо, тогда мы все вместе садимся в карету и едем в лес к этой падчерице, чтобы она нам показала, где находится это. А падчерица, она не хотела говорить, потому что 12 месяцев сказали ей, что это место, этот костер, да, огонь, то есть где она была, где это, вот это место, это оно очень волшебное, и это секрет. Она не должна говорить им, где оно. Ну и вот, и она не хотела говорить им, где это место, но тем не менее королева, вот падчерица, ее дочь, их слуги, они все вместе поехали в лес искать это место. Вот. И когда королева говорила с этой девочкой, с падчерицей, она говорила: скажи мне, где оно? Она сказала: не могу сказать, извини. Тогда королева сняла с нее перчатку, да, у нее была перчатка, видите здесь, и она увидела кольцо, она забрала кольцо и сказала: ха-ха, какое красивое колечко. И специально она бросила его на землю. Тогда девочка испугалась. Да, потому что кольцо полетело в озеро. Вот это озеро, да, вода или пруд. Вот. Кольцо полетело в пруд. И девочка сказала волшебные слова. И тут сразу появились все 12 месяцев. Но они появились не в форме людей, а в форме погоды. То есть сначала стала весна. Были подснежники, были другие цветы. Потом тоже пришло лето. Да, вот у нас сезон летний. Было очень много разных цветов, было жарко. Все слуги такие: ой, мне жарко, мне жарко. А потом пришел дождь. Был ветер, дождь, и было очень холодно, да? Вот. Но они уже сняли с себя все шубы, да? И потом их унесло ветром. Вот. И была плохая погода, поэтому все слуги, они убежали назад, уехали на лошадях, на карете, и королева с мачехой, с падчерицей остались без всего. Да? У них не было теплой одежды, да? Им было очень-очень холодно. Вот. Потому что все слуги, они убежали назад в замок. Вот, но тут появился месяц январь, брат Январь, и он сказал: «Здравствуйте, что вы здесь делаете? Могу ли я вам чем-то помочь?» И королева сказала: «Да, пожалуйста, мне очень холодно, я хочу вернуться домой, в замок». Вот, он сказал: «Хорошо, я могу это сделать». А ее слуга, ее офицер, солдат, он сказал: «Я просто хочу погреться у костра». Он сказал: «Без проблем, можем сделать». Конечно же, мачеха и ее дочь, они захотели себе новую шубу, да? Мы говорим, это шуба. Вот. Шуба — это такая одежда из животных, да. Я не ношу шубу, потому что я не хочу носить мертвых животных на себе. Но тогда у людей не было много вариантов, да, поэтому они носили шубы. И эта дочка мачехи, она попросила у Января дать им собачью шубу, то есть шубу из собаки. Ну, так она сказала. И они получили эту шубу, но они были очень злые, да, они: это моя шуба, моя шуба. И они начали драться, и потихонечку они превратились в собак. Да, они превратились в 2 собаки. Вот. Да, такая ситуация.
Да, вот, можно сказать, превратились, да, в собак, да. Да, не знаю, почему он показывает красным, это правильно, превратились. Ну, в общем, они превратились в собак. Да, девочка, падчерица, у нее оказалась очень красивая новая одежда. Она даже не просила, но январь и другие месяцы они дали ей новую шубу, красивую одежду, вот, а также лошадей и карету. И тогда эта принцесса, она королева, не принцесса, она просит: пожалуйста, можно я поеду домой? Мне очень холодно. И эта девочка сказала: да, хорошо. Но она не сразу попросила хорошо. Сначала она приказала, да? Мы говорим приказывать. Приказывать. Вот. Она говорит: ты отвези меня в замок. Но девочка ничего не сказала. И тогда офицер говорит ей: скажи хорошо, скажи ласково. И она сказала ласково. Вот, и она ее отвезла. Вот, и потом они все вместе поехали на карете в замок, и в замке было тепло, хорошо, и они вместе отдыхали и проводили время вместе и встречали Новый год. И они говорили друг другу: с Новым годом, с новым счастьем. Вот такая история, друзья. Это все на сегодня. Спасибо, что смотрели. И расскажите, а какой ваш любимый месяц в году? Нравится ли вам январь? И растут ли у вас подснежники? Например, я думаю, что я никогда не видел подснежники, но я уверен, что в России они где-то растут. Напишите об этом в комментариях. Вот. Еще раз спасибо всем моим суперпатронам, таким как Джефф, Джоэл, Джош, а также Лиз и Мэтью. Спасибо вам огромное, друзья. С наступающим, друзья! Пока-пока!